Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Иллюзиум, и вы продолжаете смотреть мой видеогид по игре Dark Souls 2. Ну что ж, в принципе, я сразу же начал там, где мы закончили, вот, ничего не делал, и дубль 2, да, мне надо взять один предмет, в принципе, он не настолько хорош, чтобы за ним так пытаться взять его, но хотелось бы, вот. О, там еще один предмет, о, еще здесь предмет, вот, мне надо спрыгнуть вот сюда, потом зайти вот сюда и умереть. Вот как это делается. Да, вот так, скорее всего, у вас будет получаться пару раз, пока вы в эту дверь войдете. Надо стать просто на колонну, развернуться нормально, не попасть на эту магию и так далее, и запрыгнуть внутрь. Там будет или камень, или душа. Честно, не помню уже. Вот, потом обратно сюда вернемся и пройдемся, заберем два предмета, которые есть, и пойдем дальше уже. Да, у меня сломано кольцо, я это помню, не волнуйтесь. Оп, как я напоминаю, у меня магия вся осталась. Оп, сюда, бам, вот сюда, и видите, и спокойно сюда заходим. Он здесь большой осколок титанита. Вау! Вот, а теперь вы даже не знаете, куда вам идти, зачем, почему, зачем и так далее. Вот, я вам рекомендую отсюда просто-напросто сделать бэкстап. Хоть можно, если вы камикадзе, запрыгнуть вон туда попытаться. Или на пол, или так далее. Но я, чтобы не рисковать, кость возвращения. В принципе, они скоро вам совершенно, ну, это уже ближе к концу, конечно, но уже там не понадобится, так как вам дадут перо возвращения, и вы будете уже использовать его. Вот. Сейчас я вам покажу. Я думаю. Да, плохо, в принципе, что это сделал. Я думаю... Потому что здесь, вот видите, спрыгиваете, здесь у нас, кажется, ничего нету, правильно. Вот здесь бежим, убиваем вот эту, да, идем сюда, убиваем вот этого. А, видите, у меня жизни не восстановились, это, не забывайте, это очень-очень плохо. Опа. Ух ты, я извиняюсь, но предмет не получится взять. Да, вообще не получится. Да здесь, в принципе, такие предметы дурацкие. А я туда прыгнул без всего. Ладно, сейчас сделаем спидран. Спидран. Я извиняюсь. Вот видите, в какие моменты я очень много умираю. То есть очень по глупости. Я знаю, что у меня кольцо разрушено за 3000 душ, просто чтобы за этими вещами бегать. Это достаточно дороговато, но ладно. Вот, у нас, я напоминаю, уже 2 кольца поломаны. Хоть вы можете использовать здесь магию, которая бы вам позволила перемещаться, большая что-то там... Опа! Душа... Ух ты! О! Что здесь? Осколок фляги. Ух ты! Обалдеть! Если честно, я этого не знал. Я сюда никогда не запрыгивал, меня туда не спихивали. Окаменелое что-то. Это сейчас за вами попрутся около 1000 этих. Это закрыто. Мы ее откроем потом. Здесь открываем. Вот, разрушается дверь. И сейчас будьте наготове. За вами огромное количество муравьев, там этих пауков, то есть. Так, они не идут за вами, но не будем их вынуждать за нами идти. Оп, возвращаемся обратно и идем теперь дальше. То есть вы видели, какие мы предметы здесь взяли. Достаточно интересно. Вот. Жаль, что нет трофея, поднять фляжку, там надо, не знаю, до 12 уровня. Что-то в этом роде. И собрать все эти кольца, тоже было бы классный трофей. Здесь очень много трофеев убрали, которые были интересны. Зато за те трофеи, которые вы находите, ой, то есть за те, которые остались, и которые вы получаете, за них очень много очков дают. Я не пойму, зачем и почему так делается. Вот, здесь ничего нельзя сделать. Пам-пам-пам-пам-пам. Здесь у нас дверь, это ловушка.
Вот справа от вас. Вот прям вот здесь, конечно же, я на нее иду. Потому что вам надо показать весь гид, да, ведь? То есть все пути. Вот, и здесь будет очень интересная история. Вот прямо вот здесь. Вам надо будет сюда прийти. Да, здесь вот предмет. Уголь смолы. Мы сюда придем, и здесь будет война. Битва. Кровавая. И вам надо будет сделать очень жестокий выбор. Ха! Заинтриговал? Ну вот, теперь ждите. Так, если честно... факел. Я не помню, как туда попасть. Я хочу попасть в одно место интересное. Они вам дропают очень интересный предмет. Сейчас обломок титанита. Они вам дропают полный ихний сет. Так, здесь берем вот это вот. Потому что здесь у нас... А, оно уже упало? Ну ладно. Ихнюю полную одежду, которая позволяет увеличить или больше душ получать, или получать больше дропа. И это я уже не помню. Но они что-то интересное дают, дропают. Вот, здесь идем, просто убиваем один за одним. Так, да? Вот, здесь маг. Да ладно. А, ну... Ой! Привет! Я тебя даже не видел. Да ладно. Вот, все, у них больше ничего не было. Здесь все разбиваем. И у нас получается этот рычаг. Тянем рычаг, опускается вот эта вот платформа. Красивый вид. Я там ничего не забыл. Вот, и вы пытаетесь 100 раз прыгнуть и попасть сюда. Вот, и обратно же пытаетесь. Пока не дойдет вот до этого момента. И здесь очень интересное кольцо, кажется. Или что-то в этом роде. Южное ритуальное кольцо. Что оно дает? Спросите вы у меня, если бы я помню. Вот оно. Южное ритуальное кольцо поднимает количество слотов вашей магии. Так, здесь больше ничего нету. Идем дальше. Бам-бам-бам. Вот, видите, куда мы возвратились. Бам-бам-бам-бам-бам. Я думаю... Как вы видите, очень сильно думаю. Неужели... Да-да-да, я сейчас тебе тобой займусь. Прости. Вот. Да ладно. Он еще и успел меня... Обалдеть. Нет, я сейчас этого... Интересно. Честно, очень интересно. Здесь мы были как раз таки. Здесь будет 3 противников плюс красный фантом. Этого я убил. Сюда тогда идем. Странно. Очень-очень странно. Если честно, здесь должна быть дверь где-то. Ну, если что, я ее потом найду. Вы ее, может, знаете, где она находится? Здесь есть дверь в другой мир. Шутка. Здесь берем предмет. Большой осколок титанита. Вон там мы видим нашего красного человека. Может, он здесь? Слушайте. Вот за нами монстр. Дилемма, конечно же. Ну, идем. Он 3 атаки делает. Вот, видите, сейчас вам покажу. Короче, вон там он костер.
Вот наш этот человек, к которому мы совершенно сейчас не подготовились. Ах ты. Да-да-да. Я с тобой полностью согласен. Да ладно. Вот и все. Его забираем. Одежда крестьянина +5. Обалдеть. Вот здесь осторожно будете, вас сейчас собьет. Так что осторожно за вашу жизнь. Вот здесь эту дверь мы можем открыть еще. Вот это уже не можем. Вот закрыто, потому что это дверь локации Пата. Пат нам даст его ключ. Слушайте, может я вне видео посмотрю, ну здесь или дырка, или дверь. Вот, видите, какой я культурный. Ладно, я в принципе, да, может вне видео посмотрю, ну где ты же была? Возможность спрыгнуть, скорее всего, вы знаете, это я просто как-то... Табуретка. Странно. Да нет, это уже наружу. Ладно, пойдем дальше, я потом вернусь в своем этом видео и посмотрю, как я нашел путь. В принципе, он даже не тут. Ладно, потом не будем тратить время зря. Вот здесь у вас совершенно ничего, как вы видите. Вон там вот два монстра прямо над вами. Так что будьте осторожны. И, конечно же, не рекомендую тратить всю магию сейчас. Но наша первая миссия — это очистить полностью всю локацию. Вторая наша миссия будет это спринт. То есть, ну идем. Очень долго тебя ждать. То есть пробежаться по всей локации и добежать, чтобы со всей магией и так далее. Вот, смотрите, сколько у нас пауков. Вон там он еще один висит. У меня магии 0. Вот, да. Убили всех и пошлите дальше. Оп. Да иди сюда. Молодец. Так, здесь забираем этот предмет. Меч Метадорца. Ого. Вот здесь на вас сейчас упадут. Как вы поняли, да, душа героя Золотого Смола, это не открывается еще, да, потому что надо будет сначала убить босса, чтобы открылась эта дверь. Вот, берем здесь предмет, косточка возвращения, вау, и здесь, конечно же, у нас будет монстр, противник. Видим. Молодец. Опа. Так, он не тормозит. Этот монстр. Вот, поднимаемся, все пьем. И моя главная цель — это будет все предметы забрать. Вот здесь. Бум. Поехали. Это такая зона, которую вы проходите, в принципе, один раз, поэтому, возможно, я, может быть, что-нибудь забуду. Мало ли. Так что здесь у нас монстр один, который поднимается, типа показывает, что же вас ожидает на этом. Здесь вы бегать не можете, они могут. Вот, здесь такой предмет, как вы видите, вот он, вау, как его видно хорошо. А вон там он, оп.
паук. Здесь берем факел. Идем сюда. Здесь у нас предмет. Ключ этого Фароса или что-то там в этом роде. Вот, идем сюда. Тын-тын-тын-тын. Сюда нельзя. Будьте осторожны. Чтобы спуститься, надо, если память не ошибает, вот сюда. И бежим дальше. Бам-бам-бам-бам. Сделаем вид, что бежим. Да, вы видели предмет. И под низом видели тоже предмет. Вот, берем этот предмет, сумеречная трава. Вон там еще один. О, привет. И спускаемся. Я напоминаю, что к боссу сейчас не пойду. Убиваем сначала всех этих. Здесь нету ловушки. Урна разделье. Да, не, вон там видели ловушку, да, ведь? Прям двое. Да ладно, Тим. Вот. Привет. Вот здесь еще один предмет. Фимия простака. Здесь вот предмет. То есть здесь практически все предметы, как вы поняли, да, это ловушка. Учите сама цвет жизни. Сзади за мной, как видели, монстр. Ну и одновременно посмотрю здесь, есть ли что, как и где. Вот, пока они до вас идут, здесь уже некуда больше идти. Вот, хотя я сейчас вот думаю, а может вызвать мне его? Он не должен умереть. Ну еще и вот здесь вот один монстр, вы видите справа. Здесь? Ух ты! Это что-то тараканы какие-то. Вот он, надо всегда прыгает. В принципе, а почему бы и нет? Магия у меня та, которую надо, и ту, которую надо, еще можем поднять. Вот этим. В принципе, почему бы и нет? Попробуем убить его. Что вам надо делать, чтобы он выжил? Поднять жизнь. Первое. Второе. Убрать все ненужное, что у вас здесь есть. Бам-бам. И берем вот эту вот жизнь. Вот. Вам надо, чтобы он остался в живых, на него нажимаете и сразу бежите туда. Вот. Убиваете всех и стараетесь убить босса как можно быстрее. У меня нету магии одной, которую бы я хотел, но ладно. Так, кольца проверяем у нас все те, которые мне нужны. Ну что ж, поехали. И видео хотелось бы вам показать, но пока будет показано видео... Короче, видео вы посмотрите у себя. Я извиняюсь, но видео не смогу я вам показать. Рыцарь Бойд. Вот, побежали. Бежим, 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 входим. Бам, я пропускаю видео. И вот, самая главная ваша задача первым делом это убить вот этих вот всех малюток. И не умереть, конечно же. Так, быстренько, быстренько. Опа. Это ее самая большая атака. Осторожно. Оп. Так, подождите, мне... все, больше монстров нету, ништяк. Увеличиваем наше оружие. Как она так делает? И стараемся не умереть, ближе к ней подходите. Сейчас она начнет крутиться, у нас будет время как раз таки выпить. Так, все, выпили еще раз. Выпить. Вот, и теперь поехали. Надо колбасить ее голову. Осторожно на эту атаку. И не дайте умереть ему.
Так, это кого она сейчас целится там? Ой, тихо. Так. Сейчас она разозлится, как вы видите, да? Так, мы ей одну голову... Они здесь. Чтобы она не захватила, мы одну голову убили. Бежим ко второй. Ой, тихо, тихо. Я застрял. Как всегда. Так, у меня одна бутылочка. Все. Все готово. Он остался у нас жив. Конечно же, благодарим его. Душа Фейта какого-то. Никуда ты бежал. Ну ладно. Нормально. Вот, и берем вот эту вот вещь. Бам. Полученная великая душа. И ничего здесь не произойдет. Как только вы вернетесь и перейдете сюда обратно, здесь будет камень, в который надо будет в дальнейшем войти, и не забудьте это. Тем самым вы получите душу дракона, не убивая его. Или что-то там в этом роде. Не убивая дракона. Так, это король. Или слуга короля, личная палата лорда. Вот, вы убили его. И ключ от Брайтстоуна, ароматная ветвь и кварцевое кольцо тьмы. Вот, это от тьмы. Здесь у нас будет достаточно такой тоже мощный противник. Можем вернуть обратно у нас все. Ап. Все-таки я вам покажу, где этот бонфайр находится потом. Ап. Ему можно спокойно бэкстап делать. Видите? Почему я не зажег, не поднял свое оружие, это хороший вопрос. Вот я его поднял. Вот, видите? Какой он молодец. Обратно бэкстап еще один. И в следующий раз его уже убил. Все. Забираем. Доспехи Венгарла, перчатки Венгарла и сапоги Венгарла. Вот, зажигаем наш костер. И возвращаемся на базу. Барам-бабам. Главный костер восстановлен. Вот, как только это прошли, нам надо будет, то есть после этой локации, вот костер Брайтстауна, нам надо будет пойти в помойку. Да, обожаю это место. Это мое самое любимое место в этой игре. Я не смеюсь. Вот, улучшаем флягу. Кажется, даже 2 раза. Может, и 1. Сейчас посмотрим. Вот. Ап. Окей. У нас кольцо надо починить будет, не забудьте. Интеллект надо поднять. Да, я помню, что надо починить кольца. Поэтому сейчас съедим все, что у нас есть. Как вы видели, мешки с душами, они очень хороши, когда надо что-то покупать. Вот, и я это все-таки буду проходить дальше до конкретного места игру. Там остановлюсь, и мне придется вернуться обратно все-таки в локацию там железного этого катедрали, или как ее там называется, огненная каtheдраль, не помню. Вот, чтобы спасти девушку еще раз, обязательно это надо. Так, чиним. Вот, здесь. Где же этот... ну подождите. Все-таки 28 тысяч душ. Ап, возвращаемся обратно. Новый уровень. Как видели, у меня здесь 30, здесь бы желательно 20 было бы. Ну и так пойдет. Потому что я хочу использовать хорошую магию. А для этого надо поднять уровень интеллекта. Вот, и мы возвращаем, вот сюда вот надо будет вернуться, вот сюда именно, да, в железную цитадель и спасти эту девушку все-таки. Мы возвращаемся сюда обратно, да, я знаю, что вам очень понравился этот уровень, потому что я куда-то не сходил. Дел.
И кажись... Да, все, вспомнил, обалдеть. Какая у меня идеальная память. Вот, сейчас я вам покажу, куда я не сходил. Я надеюсь, туда попаду. Вот сюда, сейчас. Вы видели, мы влево туда ходили, вон там вон были, мы здесь вот не были. Оп, прыгаем вот сюда. Оп, оп. Главное не упасть. Раз если упали, тогда возвращаемся обратно. Да, вот куда мне надо было. Зачем я это делаю? Незачем. Ладно. Побежали дальше. Да, я знаю, что я обо что сейчас делаю, потому что мог убить этого вот мага и так далее и тому подобное. Зачем я сюда бегу? Просто, чтобы вам показать дверь, которую надо открыть, где там 1000 монстров будет. Эти вам уже здесь до фени. Но они за вами побегут, не волнуйтесь. То есть один за вами, кажется, побежит. Сейчас я вам покажу, кто самый умный. Вон, видите, ах, даже целых 2. Вот, и перед тем, как возвратиться обратно, радужный камень. Оп. Пух. Хотя я не знаю, что я испугался, но не хотелось бы прыгнуть вниз. Так, сюда идем, и нам надо будет вправо пойти. Так, да? Вот здесь, как я вам говорил, здесь монстр. Пом. Вот, открываем эту дверь с этим ключом, который только что достали. Вот, и здесь что у нас? Здесь противников не всех видно. Некоторых видно, некоторых не видно. Потому что их будет 1000 сейчас. Так что будьте осторожны. Как только вы это сделали, можете бежать обратно. Я вам бы советовал это сделать. Потому что их будет там куча. И чтобы... А может только и один? Не, куча должна быть. Видите, сколько их? С ума можно сойти. Если вы бы остались в той маленькой комнатке, было бы достаточно тяжеловато, можно так сказать, слегка. Вот. Это что такое? Вот здесь можно было бы подумать, что здесь какая-то, ну, дырка или не знаю, что-нибудь в этом роде. А это, похоже, гробница какая-то. Вот. И берем, конечно же, двуручный меч черного рыцаря. Меч черного рыцаря, большой огненный шар и огненное семя. Вот. Слушай, можно тебя здесь закрыть? Ну, раз человек просит, давайте его убьем. Я, в принципе, понимаю его муки. Вот, и возвращаемся обратно, и попытаемся обратно туда пройти. Сначала надо убить мага. 28 минут, я надеюсь, за минуту туда попытаюсь спрыгнуть, потому что там бонфайр находится. И мне надо его вам показать. В принципе, нормально за это видео успели и босса убить и так далее. И в следующем видео уже пойдем на новую локацию. Ну, вы видите, сколько здесь надо раз возвращаться к этому бонфайру, чтобы... Ого, тут несколько жизней? А, ну, правильно. А, ну правильно, у меня ж... Так, сюда прыгаем, вот сюда. Вот это вот убиваем. Убиваем вот эту. И сразу идем сюда. Оп! Вот. Ну, про что я говорил, здесь это все взрываем. И здесь у нас несколько магов. Осторожно. И не прыгайте пока что в эту дырку. Вот, да. Как только убили, забирайте предмет урном. Вы туда прыгнете и попадете как раз таки к бонфайру, но
немного жизни, конечно, здесь потеряете. А можно спрыгнуть просто по лестнице. Вот, та-та-та-та, здесь у нас паука 2. Всегда. Этот всегда абы что будет делать. Вот. Здесь ничего совершенно нету. Включаем наш bonfire и открываем дверь. Это самое главное. Она будет всегда постоянно открыта. Все. Только с этой стороны ее можно открыть. Вот и все. Ну что ж, пока всем и до следующих видео.